Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как продолжаю ремонт в своем деревенском доме, поделюсь кадрами семейных выходных и покажу распаковку подарков от своих подписчиков. Мой кисик. Пирожок мой, пирожок. Ты посмотри, что творит этот пирожочек. Пирожок мой. Толстый. Друзья, всем привет! Ну что, мой ремонт потихонечку продвигается. Как видите, вот здесь стену я уже докрасила вместе с батареей. Вот здесь уже 2 слоя положила краски. А вот здесь, значит, мне еще предстоит второй слой положить вот на эту часть стены. Вот, внизу мне придется кое-что переделывать. Смотрите, вот помните, я вам говорила, клеила я плинтуса, вот эти вот. И поскольку я здесь крашу прям поверх них, как видите, очень все неаккуратно. В общем, я их буду здесь отклеивать и клеить сюда другие, новые. Ну, не другие, в смысле, такие же, просто новые. Когда уже вторым слоем покрою, вот здесь, видите, еще неровно прокрашено все. Кстати, я окрашу краской с матовой такой текстурой. Обожаю матовые текстуры в красках. Это краска от Aturi Design Classic. Я уже ее показывала в предыдущем видео. Вот так вот она выглядит в 2 слоя. В общем-то, вам обещала показать, как она в идеале смотрится при дневном освещении. В общем, мне очень понравилось, как она перекрыла голубой цвет. Очень плотненько, так достаточно в 2 слоя у меня получилось. Ну, еще мне предстоят работы по шпаклевке вот этих вот щелей между бревнами. Но это мелочи, все будет в будущем. Как видите, у меня уже появились новые шторки зеленые. Называется цвет «Глубокое озеро». Вот эти прихваты от других, которые у меня в другой комнате висят. Но я здесь их приспособила, потому что там они не нужны. Вот. Шторы зеленые, и вот здесь свет падает на камеру, поэтому непонятно, какого они цвета, конечно. Сейчас попробую включить вспышку. Но и со вспышкой не особо это видно. Вот так вот, может быть, вам показать. Я не знаю, как я вспышку выключу. Ну, короче, они такого цвета, который, между прочим, на камере совсем не отображается, какой он в реальности. Я здесь, наверное, вставлю картинку, какого цвета они на самом деле, потому что здесь освещение разное, при разном освещении, да еще и камера немного не то показывает, не тот цвет. Я здесь покажу, какой на самом деле цвет у этих штор. В общем, при контровом освещении совершенно не видно, какого они цвета на самом деле. Да и к тому же, пока вот здесь вот голубая стена, пока голубые стены вот здесь вот, да, это все, оно как бы отражается голубизной и немножко холодноватый такой оттенок придает. Но когда все будет выкрашено белым, намного светлее в комнате будет и не будет вот этого голубоватого оттенка. К тому же я еще собираюсь, знаете что, сделать для кошек на подоконнике специальные коврики в одном цвете. Сначала я искала на Wildberries различные такие вот, как раз вот продаются на подоконник. И что-то ни по размеру, ни по вкусу мне не пришлись эти коврики. И я, знаете, подумала, решила связать, взять пряжу одного цвета, какую-нибудь такую мягкую, плюшевую. Здесь я ставлю картинку. И из них свяжу подстилочки для кошек на подоконнике. Вот, и будет у меня handmade лежанки на подоконниках. Кто-то, короче, мне писал: Наташа, не разрешайте кошкам прыгать на подоконнике. Вы их специально приучили? Да нет, друзья, я их не приучала, я им просто не препятствовала. И, собственно, меня это не раздражает, меня даже умиляет. И я рада, что у них, у каждой, здесь у меня много окон в доме, да, и у каждой кошки есть своя лежанка на подоконнике. Сейчас. Ну вот, например, Масюткинс. Здесь прилегла моя сладкая девочка, да. Ей здесь очень уютненько. Ну как ее можно согнать? Ну никак ее не сгонишь. Она такая хорошая девочка с такими вот лапочками маленькими. Да-да-да-да-да. Ну, в общем, видите, у меня на каждом подоконнике свой плед. Ну, пледы я собрала, какие у меня были, и разложила по подоконникам, чтобы они не мацали их. А вот здесь у меня лежит Буся. Смотрите, тоже. Ну вот зачем их выгонять? Не надо их выгонять. Не надо, моя сладкая девочка. Вот так, вот так. В общем, я им свяжу одного цвета вот эти лежанки, и они будут прекрасно здесь спать. У каждой кошки по подоконнику, считай. Посмотрите, что Мася делает. Масюткинс,
Мнешь, тискаешь плед, да? Ну, смотрите, как моей девочке уютно. Ну, разве можно это чудо согнать с подоконника? Ну, Тимой сладкий. А еще, помните, я вам говорила, что я буду вязать занавески на окна. Я сначала думала, начала вязать. Значит, вот такое у меня уже полотно большое. В ширину вот оно где-то, ну, метр, может, 1,20 м, где-то так получается. Ну, как раз на мои узкие окна они как раз подходят. Здесь я где-то полметра уже связала в высоту вот эту вот часть, да. В общем, я думала, что они же все равно просвечивать будут. Мне бы не хотелось, чтобы они просвечивали, поэтому я купила те зеленые, глубокое озеро, которое называется. А вот эту занавесочку я ее все-таки довяжу. И знаете, я куда ее повешу? Сейчас я вам покажу. Вот здесь, значит, у меня есть бывшее окно, скажем так. Раньше вот эта стена у дома была наружней, и, собственно, это было окошко, которое вело на улицу. А сейчас у меня там кухня, и предыдущие хозяева закрыли там все гипсокартоном, и, собственно, видите, какая история получилась. Я долго думала, как оформить это оконце. Сначала я думала, может быть, сюда зеркало поставить, и в зеркало смотреться. Здесь у меня будет будуар. Вот, потом подумала и думаю, почему бы мне не сделать здесь просто вот полочки вот так вот, понаставить вот этих вот полочек сделать, сколько мне надо. И здесь у меня будут располагаться все необходимые вещи, которые мне нужны. Так вот, про это оконце. Вот на этот бардак не обращайте внимания, здесь ничего не будет. Здесь я, может быть, стеночку еще одну сделаю, фанерой какой-нибудь заколочу, вот так вот покрашу ее белым цветом, сделаю полочки, повешу карниз, такой же, как у меня на всех окнах висит, и повешу сюда вот эту ажурную занавеску и буду закрывать, и получится такой вот нишевый шкафчик в очень таком антуражном стиле окна. Мне кажется, это круто будет смотреться, да? Вот, но я еще пока думаю, может быть, я еще и зеркало сюда поставлю. Хотя, ну зачем мне? В принципе, уже есть это зеркало, вот эта тумбочка, трюмо, я не знаю, как ее назвать. Здесь вот зеркало открываешь, там полочки, у меня там вся косметика. В общем-то, его можно отреставрировать до белого цвета, и будет очень красиво. В общем, я буду делать вот из этого трюмо еще будуар, и, в общем-то, мне кажется, зеркало здесь не нужно. Поэтому здесь у меня будет нишевый шкафчик. Кстати, я попросила нейросеть покрасить мне все это дело в те цвета, которые я хочу, и повесить эту шторку на окно. И вот что получилось. И еще попросила оживить эту картинку. И, в общем-то, нейросеть решила, что там все-таки нужно сделать проем какой-то. Идея, конечно, классная, но я боюсь, будут доноситься запахи приготовленной еды с кухни прямо в дом. Поэтому не надо. Кстати, внучка первого хозяина этого дома мне прислала фотографию, где видно, какой дом был изначально, в какой цвет он был покрашен, да. Вот, в общем, смотрите, здесь мой любимый оливковый цвет. Вот видите, под голубой краской облупилось все, и видно оливковый цвет. Вот такой бы цвет я бы с удовольствием хотела. Очень бы мне хотелось, чтобы был вот такой цвет на стенах. Если бы он был, я бы его немножко, может быть, освежила и оставила таким, каким есть. Мне очень нравится такой желто-зеленый, какой-то горчичный. Я, знаете, вот посмотрела на эту стену с облупившейся краской и подумала, что если я феном немножко пройдусь, да, феном отколупаю, но непонятно, может быть, еще краска под вот этого горчичного оливкового цвета, она облупится тоже после фена. И получится так, что у меня 2 слоя краски облупится. Короче, я не знаю. Вот, как я буду красить вот эту стену, может быть, у меня получится снять первый слой голубой краски, у меня будет эта стена оливкового цвета. Пока еще неизвестно, вот. Я пока еще думаю. Кстати, забыла сказать, обратите внимание, как я повесила гардины на окна. Я специально, прям намеренно повесила их под верхнюю часть наличника внутреннего, да. Все наличники у меня в доме сделаны вот такой вот короной. И я намеренно сделала так, чтобы когда шторы закрываются, вот эта верхняя часть наличника была видна. Потому что со временем я перекрашу наличники в другой цвет. Возможно, в темно-зеленый, возможно, в темно-коричневый. Но, в общем, он будет контрастным по отношению к белому цвету. И это будет достаточно красиво смотреться, обрамлять окна мои. Вот здесь вот у меня дверь в другую комнату, тут тоже, вон, видите, короной сделан. И это тоже я буду оформлять, окрашивать. Вот это вот, видите, краска здесь предыдущими хозяевами не очень аккуратно положена. Так сделаны все окна в моем доме. Вот здесь тоже корона, на том окне. В общем, это будет как бы в одном стиле. И нишевая вот эта вот полочка тоже в одном стиле. Все я покрашу каким-то контровым цветом, может быть, темно-зеленым, темно-коричневым, может быть, еще каким-то придумаю, пока неизвестно. Буду думать, примерять в нейросетях цвета.
пока вот так. Кстати, эту стену я поторопилась покрасить, потому что на дворе стояла уже масленичная неделя, был канун 23 февраля, и ко мне в гости собирались приехать мама с племянником, и мне хотелось, чтобы вот эта стена хотя бы была докрашена и смотрелась более-менее аккуратно и со шторками. Ну и заодно, чтобы у меня она не раздражала своим недокрашенным видом, и я, в общем-то, ее докрасила быстренько, хотя это далось мне с большим трудом и усталостью, потому что в этот день я еще и работала и опять чистила снег, друзья, который опять выпал по колено мне практически. В общем, я очень сильно устала в этот день, я не знаю, как я докрасила эту стену. А еще перед тем, как приедут гости, мне нужно было навести порядок. Так, друзья, у меня появился новый помощник, смотрите. Что это такое, угадайте. В общем, это паровой пылесос. И сейчас я вам покажу, как он работает и вообще, что я сейчас собираюсь делать. Значит, у него в комплекте здесь идет целый набор разных щеточек для разных нужд, скажем так. Вот сейчас я буду все это испытывать и показывать вам, как это работает. И начну я, пожалуй, со своих кроксов. Потому что этим парогенератором можно очистить обувь даже, представляете? В общем, им можно очистить мебель, можно очистить полы, можно чистить окна, можно обувь чистить. Бель, можно обувь чистить им, да? Сейчас проверим. Короче, сейчас буду его испытывать. Здесь даже в комплекте идет какая-то такая вот жидкость очищающая. В общем, я смешала здесь воду с очистителем, который шел в комплекте к этому пылесосу, и залила ее в специальный отсек для воды. И пока я здесь чищу свои кроксы, расскажу вам, какими функциональностями обладает этот агрегат. У этого моющего пылесоса есть 3 режима. Первый режим — это пар до 100 градусов по Цельсию, второй режим — это горячая вода до 60 градусов по Цельсию, и третий режим — холодная вода для ополаскивания. Такая система очистки быстро растворяет все грязные пятна и жир, а также стерилизует. Ну и вот то, что мне раньше приходилось очень долго оттирать вручную, теперь легко можно отмыть за пару минут. А еще я тут устроила настоящий тест-драйв для своего дивана. Специально испачкала его кетчупом, чтобы посмотреть, как справится с ним паровой пылесос. Ну и вот, собственно, что получилось. Он теперь как новенький. Ну и заодно я решила испытать вот такую вот резиновую щеточку на своем и так, казалось бы, чистом диване. Но когда я стала ей очищать этот диван, вы посмотрите только, сколько грязи на ней, на этой щетке. Я просто была в шоке. Посмотрите. В общем, в итоге я увлеклась и стала чистить весь диван. Хорошая экономия на химчистке, хочу я вам сказать. Ну и заодно хорошая дезинфекция. У меня постоянно сидят кошки на этом диване. В общем, я так увлеклась, что пошла чистить даже кошачьи лежанки. Их достаточно сложно отстирать, потому что они такие вот пухленькие. И паровым пылесосом у меня очень хорошо их получилось очистить. И от шерсти, и от грязи. Посмотрите, какие щетки забиты грязью и шерстью. И также от кошачьей рвоты. Вот здесь вот Триша ее немножко попачкала. В общем, посмотрите, какая грязная вода после всего этого дела. А я думала, что живу в чистом доме. Кошмар. А потом я еще взяла насадку для труднодоступных мест и почистила выключатели на газовой плите, потому что там у меня постоянно скапливается жир. Ну и вот какая красота и чистота у меня теперь получилась. Приятно посмотреть, да? Ну и заодно я почистила сток у раковины вот такой вот маленькой щеточкой. Ей очень удобно оттирать тоже труднодоступные места. Этот сток у меня очень плохо оттирается губкой, а этой щеткой просто он теперь сияет. Посмотрите. Кстати, для очистки шланга есть вот такая специальная насадка, с помощью которой можно этот шланг тоже прочистить. Ну и другие щетки-насадки тоже достаточно легко промыть. Они вскрываются вот так вот, каждая, и легко промываются. В общем, как вы поняли, это незаменимый помощник в уборке по всем поверхностям в доме. Им можно очищать все самые труднодоступные места. Им, кстати, можно очистить плитку в ванной очень хорошо, и также хорошо он чистит ковры. В общем, если вам захотелось такой же, вы знаете, что делать. Ссылка будет под этим видео, конечно же. Но мы с Белочкой просто счастливы и довольны, насколько чистые у нас теперь лежанки и дом. Ну а мой племяш, как только приехал ко мне в гости, тут же побежал тестировать снегоступы. И вот что из этого получилось. Иди, там есть низкий сугроб, и на него можно будет залезть. Вот здесь сейчас тебе покажу, где можно залезть. Давай, иди. Вот тут справа, видишь? Тихонько. Авария. Да, вот здесь самое низкое место. Давай, как ты залезешь?
показывай мне. Мне интересно самой. Короче, вот поверни, вот стань на тропинку, да. И теперь, нет, и теперь вот так, вот, смотри, как у меня нога. Ногой вот так сделай дырку, чтобы можно было, вот, встать. Ух ты. Все-таки как ты залез. Отлично, молодец. Там провод аккуратно. Помнишь, как ты на эту грушу залазил весной? А теперь тебе вообще прикол. Нет, обычными проваливаешься по пояс. Реально? Да. А если я попробую? Смотри, я стою где? Мне по пояс. Не, если просто обычными ногами сюда встать. Ну попробуй, ты провалишься. Я вылезу. И из таких мест вылезу. Ну, а зачем ты тогда снегоступ-то взял? Вот здесь у меня зайцы бегают, вон там много следов зайцев. Ну-ка, пошли посмотрим. Ах, блин. Не, они все равно проваливаются. Но они и проваливаются, но не глубоко. Снег просто сейчас свежий. Палка, швабра. Где зайцы говорят? Ну вот к бане, если... Вот иди к бане. Дальше, дальше. Там, где у меня малина, там они. А, наверное, ночью замело следы этих зайцев. В принципе, освоиться можно. Да, но только как потом вылезать оттуда? Вот это большой вопрос. Ну да. Давай вот здесь я тебя возле бани сфоткаю. Стой. Я сильно далеко не буду уходить. Ну, по полю. Я вот сюда. Да, в конец к елкам не ходи, а то у меня там деревья посажены. Ну вот здесь тебе легче будет слезть, видите, вот здесь, вот здесь. В этом Так месте. вот здесь вот надо было залазить, наверное. Ну, я здесь залезала в прошлый раз. Давай попробуй здесь. Может, получится у тебя. Только Так. боком надо, боком. Это сразу вот туда. Боком давай. На жопе. Смотрите, как мы высоко стоим на сугробе. Я прям почти на уровне крыши. Представляете, сколько намело? Это, да, это еще она осела после дождей, а так она вообще до крыши была. Вообще, вот отсюда какой вид. Вау-вау-вау-вау. Круто. Очень красиво. А вон там поля видно. Вон там с той стороны сейчас поближе сделаю. Ну-ка, вот. Вон там поле. И, кстати, по полям тоже можно на снегоступах погулять. Да. Были бы вдвоем, было бы повеселее, конечно. Ну, смотрите, что он делает. Ныряет в снег просто, все. Ну что, на веранду-то не летит, можно. Прикольно. Только потом сырой весь. Капец. Снежок, что ли, опять летит, я не пойму. Видите, откуда снег летит? Вроде туч нету. Вы представляете, какая высота? Гоу! Снимаешь? Гоу, снимай. Что-то не больно она катится-то. Вот это лавирует он. Как ты туда залезешь? Это интересно. Сейчас по грудь там тебе, мне кажется, Я видеть. знаю, как. Или вообще по шейку. Здесь это трактор навалил. Чё? Здесь вот где ты лежишь, это трактор навалил. Здесь тверденько, дальше иди. Куда? Да? Вон к черемухе пройдись хотя бы. Вон туда, пройдись, да. О, Ну, это трактор, Вить. Так неинтересно. Попробуй к черемухе пройтись. а где она? Ну вот напротив тебя. Вот? Да. Давай. Давай, давай. А нет, ползет, смотрите-ка. Это интересно. Тут снег просто. Давай, я посмотрю, как ты там. Ага. Проваливаешься? Осторожно. Давай. Такой вот вид у нас красивый здесь. Ну, туда не пройдешь. Ну, вот только как Витя. Ну, Витя легкий. Он еще не проваливается. Ну, хотя по колено вот все-таки проваливается. Он замерз просто. Ну, нет. Вот ты легкий, а я тяжелее. Я бы по пояс провалилась. Нет, ты можешь пойти, у тебя сапоги тут. Нет, я провалюсь. А теперь Обратно. колени. На колени. Прокладываем новый путь. Да.
Точно. Капец. Вот только на коленях там ползать. Или на снегоступах. Все, пойдем чай пить. Сейчас. Я уже замерзла, минус 16 сегодня. Пошли. Ну, давай. Опаньки. Ну, вот здесь уже твердое. Я сейчас вот так вот скачусь просто. Ну, все, пошли чай пить. Ага. Ну а потом впервые за 2 месяца мы наконец-то затопили баню. Представляете, я в бане мылась в прошлом году перед Новым годом, а потом пошли такие снегопады, что приходилось постоянно ее чистить. То с крыши снег, то до нее снег. Ну, короче, не до бани было, и вот наконец-то оно настало. Ну а пока топилась баня, мы принимали солнечные ванны на сугробе перед домом. Кайфуете, Да. засранцы? Засранцы. Кайфуете, засранцы? А баня натопилась уже? Нет, все. Ждем. Баньку нам надо. Баньку. И масленицу надо построить. Солнечные ванны. Сожечь масленицу надо сегодня. Сейчас пойдем, мы с Витькой ее нарисуем. Нарядим. Я платочек взяла и маркер. Мы ее сейчас... Я уже сниму. А фото? Это тут все раскоряку снимала. Снимала. Зачем? Ну, я другое сняла. Тоже. Во, А фото? фото. Тут такие виды вот отсюда, поле видно. Я поняла. Вот так. Лиз, делай. Не, ну вот так посмотрите, вот так вот можно сесть, ножки вытянуть и любоваться видами свысока. Практически с крыши. Вот так вот. Очень красиво. Красивые виды, красивая крыша. И вот туда красивые виды. И вот сюда красивые. Очень. Все очень красиво. Ну а потом из подручных средств мы соорудили масленицу и решили ее сжечь. Очень символично, это было как раз прощенное воскресенье. Что это такое вообще? Ну давай, гори, ясно, чтобы не погасло. Ну, Ой, будь чудные. гореть. Давай. Сжигаем масленицу, все проблемы, всю грязь, все заботы, все болячки, все, уходи прочь. Вместе с масленицей. Чудные. Дай уходи, давай загорайся. Не знаю, как она тут разгорится. Может, полить ее надо было чем-нибудь. Горит только платок, больше ничего не горит. Ну так правильно, вы внутрь-то хоть бумажек, когда он загорается. Загорается? Картонка. Мордочка лица. Да, он Давай, картон. давай, не потухнешь? Давай, разгорайся. Уже готовы. Там, наверное, это скотч сверху плохо. Как он горит. Может, сбоку где-нибудь еще подожжешь? Давай. Где руки у нее? Ходи. Веточку подожги, веточку просто. Сейчас еще попозже. Попробуем. Нос сгорел, уже провалился. Вон она все уже горит полностью, Вить, отойди. Поднялась. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Господи. Уходите, все проблемы, все заботы, все... Заботы не надо, ладно, заботы они должны быть. Все, Вить, отойди, уже горит сильно. Уходите. Евгеньевье. Что замерз? Уходите. О, горит. Молодец, масленица, давай. Ты нас оправдала, наши ожидания. Давай. Умница. Со второго раза можно сказать. Да, ну нормально. Везде будет жечь, во всех парках. Может, она сгорела. Чай и Господи. Соседи, наверное, из окна смотрят, думают, что дурные, что ли? Да ладно. Что мы не дурные? Мы все правильно делаем. Гори, О, копоть. погасла. Копоть пошла. Гори, ясно. Держи. Чтобы не погасла. Сжигаем масленицу, все проблемы с ней сжигаем. Всё сжигаем. В общем, масленицу мы сожгли, потом попарились в бане, потом наелись блинов с чаем. В общем, отдохнули на славу. А солнце стало выглядывать все чаще и чаще, и уже чувствуется весна. Кстати, в феврале месяце случился какой-то шквал посылок от моих подписчиков. Все вдруг решили одарить меня подарками. В общем, сейчас я буду делать распаковку. Посмотрим, что же мне там подарили.
Сегодня у нас будет распаковка вот этих посылок, которые мне прислали подписчики. И еще я кое-что заказала для мамы и сестры в подарок на 8 марта. Тоже вам покажу, что я буду им дарить. Друзья, ну что, я уже достала все из коробок. Смотрите, какая у меня тут красота. Сейчас буду все разбирать, вам показывать. Масюта тоже устроилась. Устроилась в первых рядах разглядывать все. Они очень любят, когда я из коробок что-то достаю, шуршу. Вот. Ну что, давайте посмотрим. У меня уже улыбка на лице расплывалась до самых ушей. Смотрите, Масюта что-то унюхала уже. Смотрите, Масечка, тебе нравится, да? Давайте начнем, пожалуй, вот с этой коробочки, которую Мася уже облюбовала. Масюта. И эта коробочка самая загадочная. Я даже не знаю, что здесь. Давайте посмотрим. Так, это коробочка от моей подписчицы Натальи. Смотрите, как она классно украшена кружевом, винтажным каким-то материалом, таким бархатным. Очень приятно в руках ее держать. Очень красивая коробка. Я в ней буду что-нибудь хранить. Скорее всего, косметику, какие-нибудь принадлежности, косметические крема. Мне уже очень-очень она нравится. Посмотрите, поставлю ее на полку красивую. Видимо, Наталья сама шьет. И посмотрите, какие классные прихватки. Ой, вы посмотрите, какая красота. Это все ручная работа с гусями. Вот с такой вот петелькой. И они такие плотные, знаете, материал такой плотный-плотный. Прям вообще так здорово. И на них можно и чайник поставить, и кружки горячие. Спасибо большое. Прям, вы знаете, ручную работу очень приятно держать в руках. Прям вот это тактильно все чувствуется, понимаете? Это так приятно вообще, с душой, когда вещи сделаны. Классно. Так, следующее, что у нас тут? Я прям не знаю, за что схватиться. Вот это какая-то коробочка. Давайте посмотрим, здесь какая-то записочка. В баночке сушеные груши свои. Божечки, какая милота. Давайте посмотрим, что за баночка. Ну-ка, ну-ка. Она в такой вот этой. Так, вот это вот саше в виде сердечка. Посмотрите, как красиво. Здесь какой-то камушек или что. Так красиво смотрится. Можно им что-то украшать. Ой, посмотрите, вот с этой стороны очень красиво. Можно на лампу повесить. Классно. Душевно. Так, и вот это та самая баночка, вы посмотрите. Кружевной ленточкой повязана с птичкой на этом. Боже, какая красота. И банка, посмотрите, какая она необычная. Она какая-то такая ребристая. Боже мой, какая красота. Вы посмотрите, мне даже жалко развязывать. Смотрите, какие грани, как она переливается. Сейчас попробуем. Здесь крышка, она так плотно достаточно держится. Она, наверное, на резинке, да. Точно. Посмотрите, здесь и прорезиненная крышечка. И уже грушами запахло. Я прям чую. Вы знаете, как будто конфетки ешь. Очень вкусно, прям во рту тает. Вкусные у вас груши, Наталья. Можно даже компот или в чай заваривать их. Спасибо большое. Красота, просто красота. На кухне будет смотреться просто великолепно. Это Наталья, видимо, сама засушила листочки вишни. Я, кстати, тоже хотела засушить, но у меня что-то недосуг никак был, некогда. Ой, вы посмотрите, какая упаковка, какая классная. С птичками зелеными, с травами. Сейчас я понюхаю, как они пахнут. Я слышала, да, что можно в чай заваривать, как чай заваривать листья вишни, но ни разу не пробовала, кстати. И хотела свои тоже засушить, но не успела, скажем так. Дел было много. Смотрите, как они выглядят. Вот так вот, ну-ка я понюхаю их. Вкусно пахнут. Вы знаете, мне очень напоминает листья вишни, запах их о детстве. У бабушки было очень много вишен в саду в Краснодарском крае. И я вот до сих пор, когда нюхаю запах вишни, мне сразу это напоминает о детстве. Спасибо большое. Попробую этот чаек. Сегодня вечером заварю. Тут еще такая прищепочка. Хопа. Вот так вот все с душой упаковано. Это, я так понимаю, мелисса сушеная. Тоже с огорода сада Натальи. Сейчас я понюхаю, как она пахнет. Это тонкий аромат такой интересный. Надо будет мне тоже мелиссу посадить в этом году. Я ее не сажала, кстати. 3 года здесь живу, а мелиссу ни разу не сажала. Тут еще один пакетик. Здесь что-то очень много всего написано. Листочки смородины и брусники. Бруснику набирала в лесу. Боже, какая милота. И прищепочка красная, красивая. У нас, кстати, брусники в лесах здесь нету. Только в северной части области, а в южной ее нету. Но у нас здесь есть другие ягоды. Ой, вот этот пакетик пахнет лесом прям. Даже несмотря на то, что здесь листья смородины, но лес прям здесь чувствуется. Классно, спасибо большое вам. Здесь еще вот такой мешочек, посмотрите, хлопковый. Какой он милый. Тоже, посмотрите, с кружавчиками все это дело. На бантиках, божечки. Боже, как мило.
Такая красота. Прямо чувствуется человек с душой. Вы представляете, она пришита, вот эта лямочка. Человек любит шить. Ну, посмотрите, в этом мешочке, кстати, можно сухофрукты хранить. А, здесь еще 2 пакетика, по-моему, или еще что-то там. Здесь еще какой-то сбор трав. Душица — это мне подружка каждый год собирает в лугах и привозит из набережных Челнов. Делюсь с тобой, тоже ее завариваю в чай в саду, у меня плохо растет. Я, кстати, в этом году хочу душицу посадить. Я в прошлом пробовала сажать, у меня не получилось, что-то она не выросла. В этом, может быть, получится, посмотрим. Сейчас я понюхаю, как она пахнет. Но это луговая душица, понимаете? Ну-ка. Ох, какой запах такой, прям очень мощный. Ну-ка, сейчас попробую веточку достать. Она такого красивого цвета, сейчас я покажу. Вот, смотрите, какая она. Боже мой, луговая душица, так красиво смотрится. И вкусно пахнет. Буду обязательно в чай добавлять. Спасибо. Так, а вот еще один мешочек с сухофруктами. Сухая желтая слива тоже в чай заваривать. У меня, кстати, синяя слива на участке, а вот желтых нету. Сейчас я тоже понюхаю, как она пахнет. Так вот она выглядит. Ой, давайте-ка я попробую ее. Ну, такая кисленькая. Ну, как и все сливы, наверное, кисловато немножко. Но в чай, думаю, очень вкусно будет. Слушайте, я думала, все, в мешочке больше нет ничего. Оказывается, тут еще что-то есть. А здесь, представляете, чеснок. Чеснок, к нему даже вот приделана на скрепочке записочка. Чесночок свой. Наташенька, вдруг он подсох внутри, но тогда просто выкинь. Некоторые почему-то у меня сохнут. Вообще, как только не пробовала хранить. Но нет, он не сухой, кстати, он твердый. Возможно, оставлю даже на рассаду, весной посажу. Может быть, что-то вырастет и попробую обязательно. Спасибо большое. Очень мило, очень мило. Друзья, а тут еще что-то лежит. Коробочка в коробочке. Какая-то круглая. Представляете, она такого материала какого-то интересного, на джут похожий, на белый. Или какая-то эта веревочка прошитая. Так интересно. Вот очень люблю вещи ручной работы, просто обожаю. В руках их держишь, и сразу тепло-тепло так на душе. И здесь в этой коробочке еще что-то, давайте посмотрим. Так, вот это тоже на прищепочке с записочкой. Наташа, эта салфеточка сшита мной с любовью и нежностью, это чувствуется действительно. Спасибо большое. Представляю, как ты поставишь на нее чашку ароматного травяного чая и вазочку с вкусняшками. Будешь эстетично пить чай. Спасибо большое, очень мило. Посмотрите, кружева какие, божечки, какая-то красота. Ой, она такая воздушная, смотрите. Боженьки. Какая... Слушайте, я ее, наверное, на столик прикроватный даже положу. Она очень красиво на столике будет прикроватным смотреться. Вот в этой вот коробочке она тоже, она как будто бы из веревки сделана. Смотрите, обшита как-то интересно. И вот такая вот тоже для хранения. Здорово, да? Какие-нибудь там вещи хранить. Смотрите, как мило. Она очень уютно смотрится. У меня будет в спальне стоять. Я буду что-то в ней хранить. Какие-нибудь вещицы. Спасибо большое. Прям вообще, она такая атмосферная, классная. И вот это тоже очень красиво. Тоже в спальню поставлю. Будет украшать мою спальню. Прям тумбочку специально сделаю. Так, вот здесь что-то пошло уже в пакетиках. Давайте посмотрим. Красивое украшение. Напоминание о том, что мы, девочки, что мы любим и нуждаемся в красоте, нежности, заботе, уюте и теплоте. Ой, смотрите, это чайничек, в котором домик, и в этом домике сидят зайчата. Ну, тоже куда-нибудь повесить, на кухню можно, например, для украшения. Или даже... Ой, с этой стороны она матовая, а вот здесь вот глянцевая. Так интересно. Очень красиво смотрится. Так, вот здесь еще один пакетик с тканью какой-то. Что это такое? Это тоже, наверное, какая-нибудь салфетка. Салфетка с зайчиком. Посмотрите. А, это не салфетка, это полотенце кухонное. И вот здесь вот даже шоколадка к нему. Пусть сбудется все, что задумано. И кролик такой. Спасибо большое. Боже, какая красота. На кухне будет смотреться очень. Слушайте, очень душевный подарок, Наталья. Спасибо вам большое. Столько удовольствия испытала, пока распаковывала. Так, друзья, следующий подарок от Лидии, которая тоже из Нижегородской области. Посмотрите, что она мне прислала. У меня, короче, сломалась кормушка, которая вот эта прозрачная на окне. Птицы ее скинули, разбили. И она мне прислала деревянную, представляете? Она из массива дерева, сделана вручную. Вы посмотрите, на саморезиках все.
Боже, какая красота. Здесь даже есть знак качества. Советский Союз или Россия. Россия написано. Боженьки. Даже вот эти штыречки есть, чтобы подвешивать. Но вы знаете, я когда ее увидела, я подумала, что сделаю для нее специальный такой столб, подставочку, на которой она будет стоять. И где-то вот посередине сада у меня сад будет украшать. Скорее всего, возле роз туда я ее поставлю. Или, может быть, поближе к дереву, которое возле окна кухонного. И там буду кормить птичек. И вот здесь в этой кормушке тоже какие-то подарки, да, давайте смотреть, что здесь. Боже, я так люблю из дерева всякие штучки, и просто балдею. Она такая, смотрите, какая плотная. Ее можно морилкой покрасить, наверное, лаком пролачить, чтобы она дольше сохранилась. У меня где-то лак оставался чуть-чуть, надо будет ее покрасить им. Так, вот здесь вот какой-то то ли чай, то ли что. Сейчас посмотрим. Здесь даже запаковано. Саше ароматическое в мешочке. Лаванда. А, это, наверное, ой, это лаванда в мешочке. Боже, как она пахнет, друзья. Это ароматизатор. Это, наверное, складывать в шкаф для одежды, чтобы там моль не появлялась. И чтобы вкусно все пахло. Боже, какой запах просто сногсшибательный от нее. Очень красиво. И вот здесь еще что-то есть. Какие-то веточки, сухоцветов каких-то. Ой, я боюсь их доставать. Они сыпятся. Это как-то аккуратно надо. Очень красиво смотрится. Тоже какой-то сухоцвет. Я не знаю, что это за цветы. Напишите в комментариях, кстати, что это за сухоцвет. Они ничем не пахнут, но просто украшать будут кормушку, наверное. Посмотрите, как здорово смотрится. Здесь еще одно саше вот в таком мешочке. Я не знаю, что там. Он очень мягкий и тоже очень сильно пахнет лавандой. Прям сногсшибательно просто. Но это ароматические саше специально, которые складывают в ящики с бельем, там в шкафы, чтобы все очень вкусно пахло и чтобы там не заводилась моль. Но это какой-то здесь специальный какой-то наполнитель, пропитанный вот этим запахом. И внутри вот такие вот бумажные мешочки, тоже с какими-то ароматными травами, видимо. Очень сильно пахнет лавандой. Так, друзья, тут еще какой-то один подарок, и, скорее всего, это какой-то кофе. Подождите, может быть, это не кофе? Сейчас посмотрим. А, это тоже травы. Это тоже, похоже, лаванда. Или еще какая-то трава. Или цветы иван-чая, скорее всего, да, наверное. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Это похоже на цветы иван-чая. Очень похоже. Сушеные. Вместе с лавандой смешаны, может быть. Следующий подарок от Елены. Елена прислала мне пряники ручной работы вот с такой вот красивой открыточкой. Это пряники от моей подписчицы Елены, которая тоже в Нижегородской области проживает. И смотрите, здесь даже этикеточка есть. Пряники ручной работы. Это очень мило. Давайте откроем, посмотрим, какие они. Все перевязано красивой ленточкой. Так, сейчас, подождите, откроем. Божечки, какая красота. Посмотрите, на ленте даже есть телефон Елены, я так понимаю. И да, вот ее имя Елена Мордвинкина. Очень вкусно. Из коробки пахнет архангельскими пряниками. Здесь, смотрите, вот здесь вот котик. Боже, я даже не знаю, как такую красоту есть. Как вот это можно съесть? Слушайте, этим нужно украшать кухню. Так, вот это вот чашечка. Вот это вот чайничек. Тут целый чайный набор. Вот это тоже чашечка. Домик, посмотрите, домик, какая милота. Ну как вот такой есть, а? Котик, домик, чайные чашечки. Так, вот сейчас, подождите, я еще посмотрю, что здесь. Вот это тюльпанчик. Сердечко. Пряники, кстати, очень мягкие. И прям вот они, я боюсь нажимать и испортить, но они прям свежие-свежие, вот как будто бы только что из печи испеченные. Здесь такая красивая ажурная салфеточка бумажная. Вот здесь еще что-то есть. Вот это тоже чашечка. Зайчик, у которого отвалились ушки. Пока ехал, не доехал, видите. Ну ничего, мы зайчика съедим. Бабочка, цыпленок. Здесь даже мишка есть. Посмотрите, какой классный мишутка. Такая милость. А вот это вот похоже на жар-птицу. Пряники очень вкусно пахнут, прям хочется уже чаю напиться. Сейчас заварю чай, который мне прислала Наталья травяного, и буду кушать с пряниками. Боже мой, они ручной работы, домашние, понимаете? Это не те пряники, которые продаются у нас в магазинах. Это вот как будто бы вам бабушка или мама испекла. Вы посмотрите, ну как вот такое есть? Такое только хранить в серванте на память. Мне прям жалко будет вот этого кота есть, если честно. Спасибо большое, Елена. Очень вкусный, приятный подарок. Нарядный такой, прям нарядный. Боже, какая красота.
Очень приятно, спасибо всем большое, мне прям очень приятно, я сижу, у меня улыбка до ушей просто. Как раз скоро 8 марта, вот это прекрасный просто подарок к 8 марта для меня от моих подписчиков. Спасибо вам большое. К слову о праздниках, скоро 8 марта, и я, конечно же, к этому 8 марта подготовилась, я приготовила подарки для моей мамы, для сестры. Здесь заказала посылочку из Фаберлика, сейчас я буду показывать, что я им подарю на 8 марта. Значит, я заказала целую линейку мыла разного для кухни. Вот так вот они выглядят. Значит, вот это вот мыло кокос и орхидеус. Пахнет очень вкусно, свежестью такой, знаете. Свежий запах вперемешку с запахом кокоса. Здесь даже написано, что оно с миндальным маслом будет хорошо увлажнять руки. А вот это мыло для кухни, крем-мыло для кухни, устраняющее запахи. С депантенолом, мандарин и нероли. Тоже хочу понюхать, как он пахнет. Приятный аромат такого мандаринчика с чем-то сладким. Очень вкусно пахнет. Я думаю, на кухне будет ароматно очень от него. И вот еще одно такое мыло с сладким миндаль. Жидкое крем-мыло для рук. Тоже, наверное, увлажняющее. Вот это очень нежно пахнет. Прям как будто парфюм какой-то. Я не знаю, как это описать. Миндалем очень сильно пахнет. Я прям тоже сама такое захотела. Но, в общем, это я буду дарить маме на 8 марта. Еще вот такое вот мыло я заказала ей в подарок. Крем-мыло для кухни, устраняющие запахи. Тоже с депантенолом. Это целая серия таких мыл. Вот мята, мне больше всего запах понравился. Он такой свежий-свежий. Ой, боже, надо будет себе такой же заказать. Очень вкусно пахнет мятой, свежестью. Обожаю свежие запахи. Вот мыл. Себе обязательно тоже в следующий раз в Фаберлике такой вот закажу. Так, сестре я заказала вот такой вот крем. Набор кремов. Крем ночной и крем дневной. Этот крем с экстрактом стволовых клеток гордении обеспечивает антиоксидантную защиту, защищает коллагеновые волокна от потери эластичности, лифтинг вектор у него, стабилизирует структуру коллагеновых волокон, защищает от свободных радикалов, добавляет кислород в глубокие слои кожи. В общем, вот это вот целая серия кремов, дневной и вечерний, ночной точнее, тоже с такими же свойствами. Еще я хочу подарить ей вот такую вот пудру с коллагеном. Впервые я, конечно, вижу, чтобы пудра была с коллагеном. Послушаю от нее отзывы, может быть, себе такую же закажу. Здесь написано разглаживающая рассыпчатая пудра Blair. Маме, кстати, я заказала еще вот такую вот помаду. Здесь на экране я покажу, какой это цвет. Просто здесь флакон запечатанный, и я его не буду распечатывать, уж это подарок. Это тоже непростая помада от Фаберлика. Она с гиалуроновой кислотой и очень хорошо увлажняет губы. Сестре в подарок я еще взяла вот такой дезодорант антипреспирант с вкусом сочного персика. У меня, кстати, есть крем для тела вот такой вот. Очень нежный аромат. У меня есть такой крем, поэтому я и сестре купила еще и дезодорант такой. Кстати, маме я заказала еще в подарок вот такой вот крем. Концентрированный крем для коррекции морщин и рельефа кожи. Вот это вот. Вот это крем для век. Тоже вот из этой же серии. Так, друзья, ну и себя, конечно же, не оставила без подарков на 8 марта. Я себе заказала БАДы тоже в Фаберлике. В Фаберлике продаются очень много БАДов, и я не удержалась. Заказала себе омега-3, 350 мг в 2 капсулах, то есть 2 капсулы в день нужно выпивать. И здесь этого флакончика хватит мне на месяц. Вот. И также заказала себе магний в хелатной форме, который очень хорошо усваивается и очень хорошо влияет на сон. Вот когда я сильно устаю, мне очень сложно заснуть, и я обычно пью магний хелат. Вот, и очень хорошо помогает наладить сон. Вот, друзья, такие приятные подарки мне подарили мои подписчики, и такие приятные подарки я собираюсь дарить маме, сестре, и вообще я очень люблю тоже сама дарить подарки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что я могу вам подарить тоже в ответ. Очень интересно, что бы вы тоже хотели в подарок. Возможно, будет какой-то интересный очень комментарий, и я действительно подарю подарок одному из своих подписчиков. А возможно, это будет подарок для всех вас, для всех моих подписчиков. Я пока не знаю. Ну, в общем, пишите свои креативные идеи подарков. Мне будет интересно почитать о них в комментариях. Ну и если вы досмотрели до конца это видео, напишите в комментариях «хочу подарок». Я буду знать хотя бы, что вот такое длинное видео хоть кто-то досмотрел до конца. Ну, в общем, на этом и все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!